Сегодня мы идем туда, где нет дорог. Когда курс горизонт, а дом – палуба под ногами. Что держит нас на плаву? Как парус превращает ветер в движение? И что делать, когда море решает испытать тебя? Нас ждут 7 дней, 5 бухт, 3 города. Каждый берег – новая история. Каждый вызов – бесценный опыт. Мы расскажем о яхтинге все и покажем Турцию с новой стороны. Стороны, которую знает только ветер и волны. Привет, я Кирилл. И в этом выпуске мы узнаем, каково это жить на яхте и бросить якорь в неизведанных уголках Турции. Болгарские перцы. Это марина города Фетхия, и мы идем принимать у чартерной компании нашу яхту. На неделю почувствуем себя настоящими миллионерами. Только без миллионов. Во время приемки сотрудник чартера показывает, что где находится, от якоря до штопора. Рассказывает о характеристиках яхты, сколько в ней баков с пресной водой, где они спрятаны, как экономить, чтобы не остаться в душе с намыленной головой. Объясняют, как пользоваться солнечной панелью, ведь электричество мы получаем от нее. Мы задавали десятки вопросов. И, наверное, у вас тоже мог появиться вопрос, сколько нам это стоило? Аренда яхты на неделю обошлась в 4000 евро, плюс обязательный депозит в размере еще 3000. Его возвращают, если сдаешь яхту в целости и сохранности. Мы собрали команду из 8 человек и поделили расходы на всех. Мой друг Слава получил яхтенные права, и теперь он здесь капитан. С ним и его женой мы приехали на машине из Болгарии, а с остальными я познакомился уже на корабле. Стартуем мы только на следующий день, а пока подготовка. Нужно закупить продуктов, воды и, конечно же, пива. Расфасовать всю провизию на предстоящую неделю по ящикам и трюмам. К счастью, мест для хранения тут полно. В стенах, в диванах, в кроватях и даже в полу. Словом, каждая щель на этой яхте умеет хранить запасы. У нас вода в трюмах. Также нужно наполнить баки с пресной водой, а это целых 800 литров, и распределить между собой каюты. У нас их 5 на 10 человек, а нас, как я говорил ранее, 8, так что каждому с лихвой хватило личного пространства. Не в обиду команде, но у меня здесь самое лучшее место. Даже с собственной ванной комнатой. Таких у нас 3 штуки. И, кстати, 2 капитана. Вообще, у нас тут travel-блог, и еще целый день впереди. Поэтому пойдем посмотрим город. Начнем, конечно же, с набережной, потому что это витрина любого города. А набережная здесь очень протяженная. Почти 7 километров вдоль морского берега. Это отличное место для прогулок, катания на велосипеде, самокате или просто для наблюдения за жизнью города под шум волн. Чуть в стороне от набережной начинаются торговые ряды. Длинные, шумные, ароматные. Устоять здесь трудно, глаза разбегаются, а руки сами тянутся к кошельку. Цены для туристов часто завышены, поэтому вот вам волшебное слово. Индирим означает скидка. Скажете его, и цена опустится. Нет, и цена может даже подняться. Магия, не иначе. Здесь полно различной турецкой еды, но особенно меня привлекло это место. На этом рынке можно заказать рыбу, тебе ее сразу пожарят, и тут же можно отобедать. Просто, быстро и невероятно вкусно. Вообще, Фетхия – один из самых живописных и атмосферных уголков Турции. Корнями он уходит еще во времена Древней Греции, когда здесь правили ликийцы. Они основали поселение, которое впоследствии захватила Османская империя. Город много раз менял свое название, а современное имя получил сравнительно недавно. В 1914 году молодой османский пилот Фетхи Бей выполнял первый в истории перелет из Стамбула в Каир. Во время перелета его самолет разбился, и пилот погиб. Он стал национальным героем Турции, одним из первых мучеников авиации. В память о нем в 1934 году город был переименован в Фетхия. Но если вы ищете в Фетхе старинную османскую архитектуру, ее почти нет. Причина тому – землетрясение, которое практически полностью уничтожило старый город. Оно произошло в 1957 году и оставило без крова десятки тысяч людей. После чего Фетхия отстроили заново.
Старые узкие улочки заменили прямые широкие дороги. Город стал современным, безопасным и сейсмоустойчивым. На склонах вокруг города можно увидеть высеченные прямо в скале гробницы. Их строили зажиточные ликийцы, которые верили, что душа после смерти улетает в загробный мир по воздуху. Поэтому гробницы старались строить как можно выше, ближе к небу. Неплохой бизнес-класс. А теперь посмотрим, как летали на экономе. Это тоже ликийская гробница, но поскромнее, и прямо посреди автомобильной дороги. Сносить ликийские гробницы запрещено законом. Они находятся под охраной государства, как исторические памятники. Кстати, именно отсюда начинается знаменитая Ликийская тропа. Пеший маршрут длиной 540 километров, который тянется вдоль побережья от Фетхия до Анталии. Мы также пойдем вдоль Ликийской тропы, но по морю. Но следующее утро приготовило для нас неприятный сюрприз. Итак, пока мы готовили завтрак, мы почувствовали сильный удар. Оказалось, в нас врезалась другая лодка. Заснять это я не успел, покажу последствия. А, нифига себе. Ну, они будут стоять тоже теперь. Тысячи извинений, простите, пожалуйста, так вышло. Сказали, через час будет техника. Ждем ребят из техобслуживания, чтобы они оценили масштаб трагедии и сказали, можно нам на ней плыть или нет. Геометричный, наверное. Прибывшие техники оценили ущерб и приступили к ремонту, для чего нас развернули носом к пирсу. Никто не теряет оптимизма. Вячеслав, какие ты дашь комментарии к произошедшему? Все норм. Типа лучше, чем могло быть. Не хорошо и не отлично, да, я понял. Вердикт таков. Плыть можно, но для начала нужен небольшой косметический ремонт. Была отломана носовая часть, точнее накладка, которая держит якорь. И несколько часов мы ждали, пока это исправят. Было время осмыслить нежданный урок яхтинга, что управление 14-метровой, 11-тонной машиной требует точного расчета и внимательности. Якорь нам поставили на место, присобачили ее на какую-то деревяшку с резинкой, но выглядит надежно. Финальные проверки и инструкции, и мы наконец отчаливаем. Первое действие – запуск двигателя. У нас хоть и парусная яхта, но мотор здесь не просто про запас. Он незаменим в марине, где для маневров важна точность. Когда мотор загудел, вся лодка ощутимо ожила, а мы заняли свои места. Мы что-то поворачиваемся, Слава. Норм? Все, Маша, а тут борт идут. Все напряжены? Чуть-чуть. Я тоже напряжен. Травлю. И если что, ты мне сразу говори стоп, левый стоп. Мы отдали швартовы и отвязались от пирса. По бокам яхты вывесили кранцы. Это такие мягкие противоударные подушки, которые спасают при тесных маневрах в портах. После утреннего инцидента у нас было двойное внимание к безопасности и также двойное волнение. Выйдя из марины, мы направились в плавание, пересекая бухту Фетхия. Расслабляться было рано, ведь в море действуют свои правила движения, и каждый маневр требует четкого понимания ситуации и координации с другими судами. Правила немного варьируются в зависимости от типов судов. Базово различают моторные и парусные суда. Пока мы не поставили парус, мы также относимся к моторным лодкам. Моторка всегда уступает паруснику, так как у второго меньше маневренности. Если две моторки идут лоб в лоб, обе поворачивают направо. Если же их траектории пересекаются, то, как и для автомобилей, будет действовать правило помехи справа. Размер тут не имеет значения. Даже такая гигантская яхта уступит крошечному, но с парусом судну. С двумя парусниками чуть посложнее. И главный критерий здесь ветер. Если один идет с ветром в левый борт, он уступает. Если оба идут одинаково, уступает тот, кто выше по ветру. Есть также правила, касаемые самой яхты при движении. Закрыть все ящики, нажать на блокираторы, не писать стоя. И, кстати, о туалете. Туалет для забора использует морскую воду, поэтому в унитазе нет бака. Когда мы находимся на стоянке или недалеко от берега, мы перекрываем трубу, и все отходы с унитаза хранятся в специальном отсеке. А вот когда мы в открытом море, можно смывать напрямую. И должны быть закрыты все люки. Плита наклоняется вперед и назад, тем самым компенсируя качку. Словом, каждый сантиметр здесь продуман.
у вас вещи закреплены, потому что когда поставим парус, будет крен. Из марины мы выходили на моторе, и вот мы достигли открытого моря. А значит, поднять паруса! Первым мы подняли стаксель. Это скрученный парус на носу яхты. Как только его развернули, он мгновенно наполнился ветром и потянул нас вперед с такой силой, что мотор показался лишним. Мы немного запутались в веревках, ну или по-морскому в шкотах, и уже в процессе движения начали разбираться, что к чему. Следующим пришел черед грота, главного массивного паруса, который поднимается вдоль мачты. Поднять его оказалось не так просто. Понадобилась слаженная работа всей команды. Тут нашлась задача и для меня. Главное в этом моменте внимательно слушать команды капитана и без шуток беречь пальцы. Лебедки и снасти не прощают ошибок. Управление гротом – это целое искусство. С помощью гика, который крепится у основания мачты, мы ловим ветер. С одной стороны отдаем шкоты, с другой забираем. Все это в постоянной синхронизации с порывами ветра. Настоящий экшен. Еще одно слово, которое нужно запомнить – кокпит. Это открытая зона на яхте, где находятся штурвалы, стол и скамейки. Здесь мы управляем лодкой и проводим большую часть времени на палубе. Когда мы набрали скорость, в кокпите ощутимо посвежело. Порывы стали сильнее, и мы подняли защитный экран, чтобы сдержать ветер и сохранить уютную температуру внутри. Все-таки у нас начало мая, и на воде особенно чувствуется прохлада. Мы достигли места ночевки уже на закате. Все немного расслабились, наслаждались окружающими видами и заходящим солнцем. Паруса свернули обратно, и казалось, все идет как по маслу. Вторая половина дня прошла в штатном режиме. Мы учились управляться со стакселем, гротом и прочими снастями, названия которых я не запомнил. Для наших капитанов это было первое самостоятельное плавание, ну, собственно, для нас тоже. Поэтому было слегка волнительно. Сейчас нас ждет швартовка в бухте, и я думаю, она тоже пройдет гладко. Тогда мы еще не знали, что наш якорь не работал. Как вам? Починили носик? Красота! Первая наша ночевка будет дикая, вот мы ищем сейчас скалу, куда можно пришвартоваться. То есть по обе стороны активно можно. Мерлин, это не те, которые у нас врезались? Мелисса у нас врезались. Мелисса. Это вот лодка Академии. Самая легкая часть на деле превратилась в настоящее испытание. Мы выбрали место для остановки, начали маневр, спустили шлюпку на воду, чтобы привязать корму к скалам. Но якорь заклинило. Смотри, да, вот помнишь, это металлическая изогнутая печка? Там под колесиком застряла. Ее надо туда выходить как-то. Я думаю, это не поможет. Солнце стремительно садилось, видимость падала. При этом мы не могли остановиться, стоило замешкаться, и нас тут же сносило к скалам или к другим лодкам. Нужно было все время держать движение, маневрировать и параллельно разбираться с якорем. А? Кувалду? Болгарку, если Вообще есть. выставишь, ну, это было бы неплохо. Есть болгарка? Ну, вот это вот колесо не дает пройти якорю. Сейчас будем подпиливать его болгаркой. Хорошо, что есть болгары и болгарки. Решили действовать нестандартно. Чтобы стабилизировать лодку и безопасно провести работу, временно привязались к соседней яхте. Это дало нам передышку. Мы подпилили колесо и освободили застрявшую часть. Якорь наконец опустили на дно и поплыли на лодке привязаться к скалам. Левее. Понял. Подгребай ближе к столу. Да, прости. А для тех из вас, кто не понял, что мы делали, я расскажу утром. Носом лодка стоит на якоре, а с другой стороны швартовые канаты крепятся к скалам. Это называется швартовка по-средиземноморски. Классическая схема стоянки в бухтах и у берегов. Это позволяет надежно зафиксировать яхту, особенно в местах, где нет марин и понтонов. Способ требует слаженности и быстрой реакции, особенно в темноте. Все, и вот мы сейчас отвязываемся.
Мы отвязались от скал и отчалили. Впереди нас ждал длинный переход до следующей стоянки. Утро было спокойным, и мы сразу привели яхту в порядок. Убрали все лишнее, проверили паруса, собрали личные вещи. Успели даже устранить проблему с автопилотом. Блин, Паша, откуда ты все это знаешь? Потому что Паша техник. Уже в пути устроили легкий завтрак. Накрыли стол в кокпите. Кстати, у него специальная нескользящая поверхность. И это очень удобно, когда лодка качается. Мы спокойно ели прямо на ходу, наслаждались свежим воздухом, морем и движением. В открытом море разрешено выбрасывать органические отходы за борт. Мы держались в 7 или 10 километрах от суши, любуясь побережьем издалека. Остается только смотреть на землю в бинокль. Или спать. Было все хорошо, короче, пошел. Пока мы идем без парусов, только на моторе, потому что абсолютно нет ветра. Но сейчас раннее утро, а бриз появляется обычно где-то к полудню. Немного метеорологии. Бриз – это слабый ветер, который меняет направление в зависимости от времени суток и дует между морем и сушей. Днем солнце нагревает сушу гораздо быстрее, чем море. Воздух над берегом становится теплым и поднимается вверх, а на его место начинает втягиваться более прохладный воздух с моря. Так и появляется морской бриз – ровный, устойчивый и довольно предсказуемый. Мы поймали его парусами, и яхта уверенно пошла вперед. И вот вам один интересный факт. Попутный ветер – это не всегда хорошо, так как чем быстрее мы идем под таким ветром, тем сильнее на нас действует встречный поток воздуха, который начинает гасить ветер сзади. В итоге сила в парусах уменьшается, и яхта теряет скорость. Сейчас ветер дует нам в правый бок. Мы набрали хорошую скорость, и произошел сильный крен. Крен – это естественный наклон яхты под действием ветра на паруса. Яхта ловит ветер и превращает его в движение. Принцип как у крыла самолета. Только горизонтально. Одна сторона паруса создает подъемную силу, и яхта идет вперед. Для капитана у штурвала предусмотрена ступенька, чтобы компенсировать наклон и стоять ровно, несмотря на угол палубы. А вот внутри яхты крен ощущается совершенно иначе. Что может такое случиться? Что, ничего не может случиться? Какой допустимый крен? Я думаю, да почти любой разумный. Лодка, в принципе, должна переворачиваться из горизонтального положения. То есть, если парусом воду макнули, она все равно должна, в принципе, под... Ну, ты видел, это балластина, да, на... Да, киле? гигантская. Это все перевесено. Нашу яхту сложно перевернуть, так как она оснащена тяжелым килем, который автоматически работает как противовес. Он всегда стремится вернуть яхту в ровное положение. Во второй день мы уже чувствовали себя более уверенно. Поэтому я попросился за штурвал. Надо его сильно ломануть, он даст инерцию, но потом эту инерцию надо быстро обратно. Да, я понял. Там именно перо руля, и типа вот оно как-то... Это прям почувствовать надо. Вот эта стрелочка, это показывает, как ветер дует. Ага, Вот так. да. И примерно так нам и надо идти. То есть мы должны идти не перпендикулярно волнам, да, как-то? Не перпендикулярно под и не углом. параллельно, а Ага. под углом, абсолютно верно. Меня, как человека неискушенного, эта яхта поражает буквально всем. Здесь у каждой мелочи есть свое применение. Даже у этих ниток на парусах. Они подсказывают капитану, как именно ветер воздействует на парус. А еще мы узнали, что вязать узлы – это настоящее искусство. Да-да-да, пускай потихоньку. Итак, мы швартуемся. Я сегодня отвечаю за якорь. Капитан сказал отдать 30 метров. Отдаю 30 метров. 20! Поднимать? Так я отдавал! А ты засек время? Сколько было? 20 метров, 40 секунд. Несложно, но волнительно, короче. Швартовка заняла много времени. Но, тем не менее, несмотря на ругань и нервы, она прошла успешно. Впереди было еще много времени, и мы воспользовались им в удовольствие. Я окунулся в кристально чистую воду бухты. Ребята плавали с веслами, кто как умеет.
А надев маску и плавая у скал, я встретил одного морского жителя. Это рыба-крылатка, и в ее похожих на перьях плавниках прячутся ядовитые иглы. Красиво, но опасно. На закате мы приготовили ужин, а после собрались в кокпите, чтобы поиграть в игру. Крышу тоже закрываю. Крышу тоже закрываем. Суть проста. По кругу передается телефон, где указана определенная локация. В нашем случае это дом престарелых. И рандомно одному из игроков выпадает карточка шпиона. В первой же игре карточка шпиона досталась мне. Поэтому я не знаю локацию, и моя задача догадаться, о чем идет речь. А задача остальных игроков — вычислить меня. Сейчас мы узнаем, кто хороший лжец, а кто плохо врет. Для этого по кругу задаются вопросы. В этом месте зарабатывают деньги. Смотря кто, но он в своем стиле. Павел, а ты там был? Во сне может быть. Еще раз, ты считаешь, что ты не шпион? Слава нас наеб... Обманывает. Посмотри, у него даже наклон на ё... Обманщика. Да, я блефовал как мог. Смотри, Кирилл, Смотрю. как чаще всего люди покидают это место? Ни слова. Весело. Можно сразу голосовать. Конечно, я шпион. Как вы поняли, игра интересная. Как и следовало ожидать, после вчерашнего веселого вечера наступило похмельное утро. День номер 3. Мы снова в пути и покидаем эту уютную бухту неподалеку от города Калкан. Сам город мы увидели только со стороны. На первый взгляд симпатичный, но времени на его посещение у нас не было. Погода была благосклонной. Было тепло, поднялся ветер, и мы сразу поставили паруса. Но направление ветра оказалось самым неудобным. Он дул строго сзади, а попутный ветер, как я говорил ранее, самый капризный для парусников. Яхта начинает хлопать парусами, теряет ход, и держать курс становится сложно. Мы точно все делаем правильно? Мы решили идти бабочкой. Передний парус уходит в одну сторону, парус на мачте в другую. Но после серии неудачных попыток приручить попутный ветер, мы перешли к зигзагообразному курсу, петляя влево и вправо. И вот тут яхта ожила. Мы набрали скорость, паруса стабилизировались, и снова пошло настоящее движение. Сегодня пейзажи стали еще симпатичнее. Мы проплываем кучу скал и островов. Позади меня находится Греция, а здесь Турция. Крутые склоны турецкого побережья, где горы буквально поднимаются из самого моря, чередовались с безлюдными островками, словно забытыми на карте. Открывающиеся виды захватывали дух, но самое интересное было впереди. Мы подходим к новому месту стоянки, и эта небольшая бухта находится на месте древнего греческого затонувшего города. А точнее Ликийского. Но во II веке здесь случилось сильное землетрясение, которое разрушило город, и часть его исчезла под водой. Город носил имя Семена, и после трагедии так и не восстановился. Вокруг находятся его руины и могилы ликийских царей. Вот такие. Сейчас поверх руин построена турецкая деревушка. Туда мы сплаваем на следующий день, а пока паркуемся. Это был выблиночный узел. В этот раз швартовка просто на якоре, без задних канатов, так как бухта просторная и неглубокая. День 4. Мы поставили мотор на нашу надувную лодку и сейчас поедем смотреть достопримечательности. Сразу скажу, ехать всем вместе на одной лодке было не лучшей идеей. Да, вот пытаемся впихнуть невпихуемое. Дать посередине прям, чтобы ты его балансировал. Да. У нас есть черпак, если что. Да, эксперимент не получился. Очень весело, но достаточно пока. Все готовы к приключениям. В общем, до берега добирались в 2 захода. Причалили у любопытного места, небольшой верфи. Здесь хранят и ремонтируют старые лодки. Обстановка максимально аутентичная. Между ржавыми корпусами и деревянными платформами местные рабочие спускают судно на воду. Кажется, здесь ничего не менялось десятилетиями. Отсюда начался небольшой трекинг к руинам турецкой крепости. Тропа, по которой мы шли, часть знаменитой Ликийской тропы. Или ее ответвление.
Об этом напоминали разбросанные вдоль пути ликийские саркофаги. Массивные, древние, словно забытые каменные стражи. Их силуэты выделяются на фоне бирюзового залива и скалистых склонов. Они выглядели как вишенка на торте, дополнение к и без того впечатляющему пейзажу. Мы дошли до входа в крепость. Как и все в Турции, это не могло быть бесплатно. Но не пожалели. Сама крепость сохранилась хорошо. Остатки стен, бойницы, смотровые площадки. Но главное – это вид. Панорама, которая открывается с ее верхней точки на залив, просто крышесносная. Далее мы спустились в деревню у подножия крепости. Место действительно уникальное. Каменные стены древних домов до сих пор служат фундаментом для современных построек. Античные склепы то тут, то там встроены в повседневный пейзаж. Мы послушали экскурсию, вот название деревни. Где гид рассказал, что крепость на вершине не турецкая, а была построена еще византийцами в 7 веке, как и эта деревня. И за все прошедшие годы ее облик практически не изменился. Эта деревня находится на скалах, и к ней не ведут ни одни дороги. Сюда можно попасть только по морю. Это делает деревню Каликей по-настоящему уединенным и атмосферным местом. Сегодня здесь всего несколько десятков домов. Улиц нет, только тропинки, соединяющие домики, кафе и смотровые площадки. И, пожалуй, самая знаменитая достопримечательность – ликийский саркофаг, стоящий прямо на мелководье у берега. Отличное место для финальной точки, так как оставшиеся дни мы будем двигаться в обратном направлении, в сторону Фетхия, откуда начали свое путешествие. Капитан Слава, куда мы прибываем? Каш-Марину. Каш-Марина. Сегодня мы паркуемся в Марине, нам нужно пополнить запасы и выйти в город. Но удовольствие это не бюджетное. Мы вызвали по рации сотрудников Марины. Их задача – встречать яхты, показывать место стоянки и помогать со швартовкой. В Каше мы отправились на вечернюю прогулку по городу. Небольшой, уютный, с ярко выраженным средиземноморским характером. Узкие улочки, домики с цветущими балконами, сувенирными лавками и бурной ночной жизнью даже в самом начале сезона. Пока наши швартовы отдыхают в Марине, мы идем на гастрономическую швартовку. Весь старый центр усыпан ресторанами с мягким светом и запахом свежих морепродуктов. Мы поужинали в одном семейном заведении и еще немного прошлись по главным улицам города. Полноценный Каш нам не удалось посмотреть, но в целом могу сказать, что он похож на любой другой курортный городок Турции. Ночь мы, естественно, провели на яхте, а утром, готовясь отчалить, мы пошли в офис Марины, чтобы нам выставили счет за ночевку здесь. Это, конечно, уникальный опыт. Проснуться на яхте, выйти в Марину, на которую я раньше смотрел как на нечто недосягаемое. Удел миллионеров, то, что можно только смотреть, но не трогать. Все это миф, и такое путешествие на деле оказалось довольно бюджетным. Мы прикинули, что все расходы, помимо аренды яхты, обойдутся нам в 1600-1500 евро. Если прибавить сюда аренду яхты, то получится 700 евро на человека. И даже с перелетами такой отдых будет бюджетнее, чем любой all-inclusive. И это, кстати, день номер 5. В этот день нас ждал самый длинный переход. Ветер, к счастью, был на нашей стороне, паруса поймали стабильный поток, и мы шли с хорошей скоростью. Но час за часом открытое море, солнце, волны сморили большую часть команды. Из развлечений на этот день у нас была запланирована рыбалка с вот такой приманкой. Говорят, способ рабочий, но я сомневаюсь. А что, это реально рыбачить на ходу можно? И поймать тунца?
Ну, не знаю, прям тунца. Блин, тунца на ужин было бы неплохо. Разумеется, мы ничего не поймали. Но тунец на ужин все-таки будет. Я готовлю свое коронное блюдо. Оно супер простое, но очень вкусное. Это паста с тунцом. Правда, вместо спагетти у нас макароны-бабочки. Да и тунец консервированный. Зато время приготовления всего 15 минут. На оливковом масле жарим чеснок, петрушку и оливки. Добавляем томатного соуса и помидоров черри. Солим, перчим, насыпаем ароматных приправ типа кориандр, базилик, паприка. Вываливаем тунца, выжимаем четверть лимона и вуаля. Целая кастрюля вкусноты. И обязательно тертый пармезан сверху. Настоящий средиземноморский ужин. Наш ужин и ночевка прошли в еще одной дикой бухте. И мы не зря оставили это место на десерт. Мы снова швартуемся сложным методом. Вся команда на стреме. Бухта фантастически красивая, она закрыта со всех сторон. Вот позади меня высоченные горы, а здесь остров с древними развалинами. Капитан Слава запустил дрон, чтобы увидеть ее с высоты, но управляет полетами он хуже, чем яхтами. У нас проблема. Упал дрон куда-то в те кусты. Че, поплыли спасать? Подожди, а ты не должен сидеть в ту сторону? Меня такие лодки не учили. Хорошо, что он упал не в воду. Так, он где-то близко. Звуки уже слышны. Блин, да, здесь, короче, все колется очень сильно. Так, это вот зелененькие огонечки, это от дрона. Дрон у нас, а значит продолжаем полет. Бухта и остров носят имя Гимелер. На вершине острова стоит маяк, куда яхтсмены поднимаются, чтобы проводить солнце за горизонт. Вид оттуда буквально на миллион. Но попали сюда мы только утром. День номер 6. Прибыв на остров, мы высадились в дикой части Гимелера, чтобы не платить на пирсе за вход. Тяжело и немного неудобно, зато бесплатно. На острове сохранился длинный коридор, когда-то соединявший причал и постройки на вершине острова. А в некоторых местах и сегодня можно увидеть мозаичные полы. Удивительно, что они дожили до наших времен. Это развалины от древних монастырей. Находятся они в труднодоступном месте, но очень живописном. И считается, что это был один из первых центров почитания Санта-Клауса. И, возможно, именно здесь он был первоначально захоронен. Речь, конечно же, не о добродушном старике, дарящем подарки, а о его прототипе, Николае Чудотворце. К вечеру 6-го дня мы вернулись в Марину Фетхия, чтобы подготовить судно к сдаче. Наша аренда яхты подходит к концу. Ветер в волосах, красивые закаты, все это осталось позади. И наступает суровая проза жизни. Нам нужно откачать септик и заправить баки. На следующее утро у нас приняли яхту, и нужно было снова возвращаться к сухопутной жизни. Это было 10 мая, мой день рождения. Далее была долгая дорога домой, к Кате и Рио. И пришло время познакомиться с нами поближе в нашем новом путешествии.